Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Меня зовут Юлиана, и мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание, почему безденежье постоянно преследует вас, какие могут быть причины и что нужно сделать, чтобы избавиться от нищеты и от безденежья. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы возьмете для себя много интересной, полезной и важной информации. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях под этим видео активируйте следующую волшебную фразу: «Я центр своей вселенной и главный человек в своей жизни». Истина, да будет так. И обязательно, друзья, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Все мы люди, и все мы мечтаем иметь много денег. Это нормально, жить богато и ни в чем не нуждаться. Но не всегда получается все, как хочется в нашей жизни. Очень часто человек и работает, и старается, а избавиться от безденежья никак не может. И очень часто вы блокируете сами энергию денег, перекрывая все денежные потоки не только своими какими-то поступками, но и своими мыслями. Деньги, вы должны понимать, это достаточно сильная энергия, которая позволяет чувствовать себя свободным и независимым человеком. И есть много причин для безденежья. И мы говорим об этом для того, чтобы вы могли сами исправить свое положение и открыть потоки денежной энергии к вам. Вы должны понимать, что очень много зависит от вас самих, от вашего настроя, от мировоззрения и от восприятия жизненных ситуаций, а также решений, которые вы сами принимаете. Если у вас отсутствует цель, к которой вы стремитесь, и вы будете идти, то, к сожалению, вы никогда не сможете разбогатеть, никогда не сможете жить в изобилии и достатке. Поэтому всегда ставьте цели и старайтесь добиваться их. Дойдя до поставленной цели, ставьте новую цель, которая, знаете, будет чуть-чуть труднее предыдущей. И так поднимайтесь все выше и выше. И вам постоянно нужно будет прикладывать усилия для того, чтобы добиться новых целей. Но с каждой достигшей цели у вас будут открываться денежные потоки, знаете, своеобразные уровни. И ваша жизнь потихонечку начнет меняться в лучшую сторону. Пожалуйста, не останавливайтесь на этом, потому что жизнь, вселенная, высшие силы любят настойчивых и тех, кто знает, чего хочет добиться в ней. А вот жадность приводит к бедности, и это бесповоротно. Если вы не пересмотрите свои мысли, все будет только усугубляться. Деньги будут уходить от вас, а черная полоса будет вас преследовать. Если вы думаете, что чем больше вы будете экономить, тем больше денег у вас появится, то это не так. Нужно уметь и тратить деньги, не держать их постоянно при себе. Потому что денежная энергия никогда не придет к жадному человеку. И это только приведет к неприятностям и безденежью. Нужно правильно и с уважением относиться к деньгам, уметь правильно их расходовать. Например, не накапливать вещи без нужды, не разбрасывать по карманам, а пересчитывать, аккуратно складывать купюру к купюре. Неуважение к деньгам приведет к постоянной бедности. Если вы постоянно боитесь стать бедным, остаться без денег, в результате это и произойдет. Почему? Потому что ваши мысли материальны. И чем больше вы думаете о чем-то, тем быстрее это происходит в вашей жизни. То, чего вы больше всего боитесь, как магнитом в результате притягивается к вам. Только правильно думая и настроившись на нужный лад, вы притянете энергию денег в вашу жизнь. Очень часто ваша вторая половинка, возможно, друзья или родственники притягивают к вам бедность. Так как говорят, что если вы станете богаче, вы сможете разбогатеть,
то это испортит отношения между вами. А вы, не желая портить отношения, на подсознательном уровне сами блокируете энергию денег в вашу жизнь и, к сожалению, обрекаете себя на бедность. Поэтому держите таких людей подальше от себя, ведь они таким отношением к вам блокируют не только энергию денег, но и притягивают негатив и несчастье в вашу жизнь. Установки, которые вы даете себе в жизни, имеют очень большое влияние на энергию денег. Так, если вы родились в небогатой семье, вы даете себе установку, при этом уже с детства, что вы не сможете выбраться из бедности, что так будет постоянно и вы не сможете никогда разбогатеть. Если вам все время внушали, что деньги есть только у бандитов и у нечестных людей, а вы не хотите быть таким человеком, вы таким образом блокируете на подсознательном уровне потоки денег в вашу жизнь. Поэтому вам срочно нужно менять такие установки и менять их только на положительные. Также вы ни в коем случае не должны понижать свою самооценку, ругать себя, если что-то не вышло у вас. Неуверенность и страх также не пускайте в свою жизнь, потому что именно это привлечет неудачи, и деньги, к сожалению, отвернутся от вас. Поэтому, наоборот, станьте увереннее в себе, и это поможет привлечь деньги в вашу жизнь. Часто вы сами верите в то, что денег для всех не хватает, что если кто-то богат, то значит вы должны быть бедны. То есть, что если у кого-то есть деньги, то вам уже они просто не достанутся. Но это совсем не так. Этими мыслями вы только притягиваете, к сожалению, к себе негатив и безденежье. Если вы все время повторяете, что сколько ни работай, все равно больше, чем положено, не заработаете, к сожалению, так и будет. Вы должны понимать, что вы открыты для того, о чем вы думаете, и таким образом вы сами своими руками, своими мыслями притягиваете к себе безденежье. Поэтому для того, чтобы избавиться от безденежья, вам нужно сесть и подумать, что, по-вашему, перекрывает денежные потоки в вашу жизнь. Записать это на бумаге, потом разорвать эту бумажку на мелкие кусочки и сказать такие слова. Энергия денег в мою жизнь приди, безденежье из нее изгони. Я все поняла и осознала, бояться перестала, мышление поменяла, все впредь будет у меня хорошо. Друзья, эти слова будут в комментариях под этим видео, поэтому обязательно перепишите и используйте именно эту простую практику. Также вы сами должны настроиться положительно, дать себе новые установки, такие как «у меня много денег, я все смогу», «деньги легко приходят в мою жизнь» или «я смогу совсем справиться и заработать хороший капитал» или «я сильная, умная, богатая». Переменив мышление, вы не успеете оглянуться, как наладится ваше финансовое состояние, как вы станете счастливее, богаче. Когда это все произойдет, нужно не останавливаться, а пытаться все больше и больше меняться в правильном, в том направлении, которое для вас будет интересно. Не слушать никого, а слышать только свое сердце и свою интуицию. Когда вы начинаете развиваться и работать в этом направлении, в вашей жизни начинают происходить чудесным образом различные ситуации, моменты, которые меняют не только вас, но и то, что вокруг вас. Поэтому не думайте, что если есть богатые люди, то вы никогда не станете богатым, счастливым и так далее. Помните, все зависит только от вас. Даже если вы сейчас на пенсии или вы не работаете, не зацикливайтесь и не ставьте себе программу, что вы не сможете заработать. Потому что как только вы говорите «я на пенсии, я не смогу», «мой возраст мне не позволяет», что вы говорите Вселенной? Вы ничего не можете, вам ничего не надо. Ну тогда зачем об этом говорить? Если вас устраивает ваша пенсия, если вас устраивает быть безработным, сами задайте себе вопрос, и вы ответ получите при этом даже мгновенно.